Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какие же у нее мысли, когда она смотрит на ваши фото, да, и смотрит ли вообще она на ваши фото. Может быть, она грустит, ностальгирует. Как всегда, настраивайтесь на расклад, на женщину. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких сейчас вы энергиях пребываете. Так, вы знаете, вот вы немного вот как-то так настроены интересно. У вас переплетается как будто агрессия с желанием новой любви. Вот как-то даже странно, да, вот с одной стороны вы злитесь на женщин, может быть вообще на всех женщин, вот, да, вот все женщины такие-сяки, но в то же время вы хотите новой любви. Вот вы ждете новой любви. Вы знаете, вот, может быть, даже с кем-то и общаетесь на данный момент, с какой-то женщиной, но это может быть легкое общение, может быть так чисто по-дружески пока. Переписка может быть там на работе, так флиртуете, симпатизируете, да. Вот, ну как-то так еще у вас есть такие, вот знаете, вот какие-то моменты такие интересные, что и хочется, и колется. Вы такой очень активный, вы вечно куда-то бежите, спешите, что-то делаете, да? Вы верите в судьбу, я вам скажу. Вот вам очень хочется пары, вот на данный момент хочется пары. Вы, знаете, вот как будто вот хотите, но особо ничего и не делаете. Вот хочу женщину, но где я ее возьму? Вот как-то приблизительно так. Может быть, коллектив у вас чисто мужской, либо же, если есть женщины, даже вот по работе там или еще где-то, где пересекаетесь, ну, как-то особо никто и не нравится, да, хотя вам хочется уже страстей, вам вот, знаете, вот этот период страданий, он немного уже у вас отходит на задний план. Как-то вот вы решили для себя, может быть, сколько можно страдать, да, ну, как бы надо жить уже, жизнь продолжается, сколько можно вот самому себе мозг выносить, да, вот некоторые из вас очень любят анализировать ситуацию, вот эту вспоминать, да, то, может быть, вы даже вот прогоняете мысли от себя, вот эти вот пробывшие отношения, вот как-то вы уже специально, вот осознанно вот иногда прогоняете, вот, ну не хочется, надоело думать про бывшие. Так, какая же женщина к нам пришла на расклад? Кого мы будем смотреть? Женщина, которая вот причинила вам очень сильную боль. Вот глядя на вот эту, да, собачку, женщина такая вот, она по жизни агрессивная, может быть скандального характера. Она может быть такая вот вспыльчивая по жизни, да, но в то же время женщина, которая подарила вам очень много эмоций, очень много разочарований в жизни. Из-за нее вы, в общем-то, настрадались очень хорошо. Отходники до сих пор, я вам скажу. У вас, да, у вас появляются периодически, вот может быть даже шансы, вот именно наладить, вернее, ну не то, что интимную жизнь, ну это тоже, конечно. Бывает, шансы у вас появляются, может быть, познакомиться, да, может быть, у кого-то даже предлагают, там, друзья, приятели, давай там познакомлю с женщиной. У вас особо охоты нет знакомиться, хотя вы мечтаете, да, вы хотите, но как-то еще так все вот шатковалка, да. Ну вот не появилась еще та женщина, от которой бы так ёкнуло сердце, да, вот что вот хочу с ней быть, хочу знакомиться, да. То есть вы вот эти вот шансы, которые вам сама судьба, может быть, даже Вселенная посылает, да, вы как-то, ну, не замечаете. Да, вам в жизни попадаются разные женщины, там, на улице, на работе, там, в гостях, где угодно. Но как-то вот вы еще так держитесь немного в обороне, в стороне от женщин, от серьезных отношений. Внутренне вы еще не готовы, я вам скажу, к новым отношениям. Так. Итак, давайте для начала уточним вообще, смотрит ли эта женщина, пересматривает ли она ваши фотографии, да, вот вы все-таки уже не с ней,
Пересматривает ли она их? Да, знаете, она периодически, не часто, но она их просматривает. Она просматривает, и как-то вот ей грустно от этого становится. Вот какая-то ностальгия у нее. Она вспоминает вот особенно моменты, да, у кого были дети, может быть. Вот она вспоминает моменты, когда, вы знаете, вот с детьми, может быть, ездили куда-то, вот проводили время с семьей. Как... Это было, конечно, очень давно. Но вот глядя на ваши фото, почему-то она вот вспоминает именно идиллию, да. Вот как было все хорошо, как все начиналось, да. И от этого даже, так знаете, на душе немного ей взгрустнется иногда. Так, что она еще думает, когда смотрит на ваши фото? Она, знаете, вот она не только вот вспоминает, как вы с семьей были, как все хорошо было. Она вспоминает, ну смешно прям, ну снова вы посмотрите, одни пентакли, ну цирк. Она вспоминает ту жизнь, которую вы ей давали. Вот глядя на вас, да, вот она опять-таки начинает, ну, кусать локти себе, что ли, что она вот вас упустила. Давайте-ка уточним, жалеет ли она, что она вас упустила? Особо она не жалеет. Она жалеет вот именно за той сытой жизнью, за теми деньгами, которые были, да. Она прекрасно знает, что она вас обманывала. Она это понимает, да. Поэтому она понимает, что назад дороги нет как таковой. Хотя иногда, да, иногда ей вот взгрустнется. Она и сейчас, она хочет быть любимой. Вот она смотрит на ваши фото, и она вспоминает, как она была любимой женщиной. Она чувствовала себя любимой. Ей было хорошо, да? Ну вот напрашивается вопрос, зачем же ты все разрушила своими же руками? Вот она была любимой, и в то же время она врала, понимаете, вот как загвоздка. Загвоздка, она врала. Человек, который вот заврался. Человек, который вел двойную жизнь. Она вот, глядя на ваши фото, да, начинает ностальгировать, начинает вспоминать, да, жалеть за теми моментами, за той жизнью, которая была при вас, потому что сейчас у нее такой жизни нет. Ну, абсолютно, даже не пахнет и близко такой жизни, у нее достатка такого, у нее нет. Давайте-ка уточним, а почему она вообще как бы держит ваши фото? Зачем? Да, вот некоторые вот расходятся и уничтожают это все. Зачем? А все-таки, знаете, вот, ну не все в ней умерло к вам. Вот остатки какие-то, ну это уже даже не любовь, это какая-то вот, ну привычка, что ли, да. Вот она вас держит, ну фотографии я имею в виду, вот она их держит как, знаете, вот страницу своей жизни. Вот периодически она просматривает, да, ностальгирует, вспоминает. Она вспоминает, как все было хорошо, когда вы были парой, да, как вы там заботились и кружили ее. Вот она даже не хочет уничтожать эти фотографии. Вот не хочет. Вот она смотрит, да, но это какое-то садомаза, наверное. Вот, и сама себе делает больно вот этой ностальгией. Вот какая-то вот жалость у нее просыпается, ну, к самой к себе, да. Она жалеет, что она осталась такая бедная, несчастная, и в то же время она жалеет в том смысле, что она упустила вас, что вот она сама натворила, да. Вот как-то она так и запуталась. Вот. Она запуталась в жизни, она запуталась в мужчинах, которых у нее, ну, в принципе, серьезных нет. Да, у нее появляются периодически мужчины, но это так, чисто для развлечений. Но серьезных отношений я не вижу. И потому она вот иногда достает этот, да, вот может быть альбом с фотографиями и ностальгирует за вами, как все было, вспоминает, да.
в чем-то жалеет, в чем-то не особо, да, вот как бы она считает, что вот она так решила на тот момент, раз она так поступила. Ну, значит, случилось, значит, случилось. Хотя, с другой стороны, да, вот как-то кошки скребут на душе, но она всегда права, да, вот она такая по жизни, вот я всегда права, вот раз я так сделала, значит, так надо было. Ну, а теперь ностальджи у нее. Вот как-то так. Так что бывшая просматривает вас, дорогие мужчины, ваши фото просматривает, да, кусает локти. Локти вкусные, наверное. Вот, как-то так. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!